Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как передавать новые контакты из Smart Sender в сервис GetCourse. Это нужно, чтобы новые контакты из Smart Sender передавать в другие системы. Например, в GetCourse на их основании вы сможете создавать новые сделки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. Теперь необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым контактам, выбираем «Получить контакты новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smart Sender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее необходимо перейти в раздел интеграции. В поле API Key кликаем «Показать». Копируем API ключ и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо пообщаться с одним из ваших ботов, для того чтобы сгенерировать цепочку и тестовые данные. После этого кликните «Загрузить тестовые данные из Smart Sender» и новый контакт здесь должен отобразиться. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Далее необходимо указать действие. Если на основании новых контактов из Smart Sender вы хотите создавать новые сделки, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetCourse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать домен и ключ API. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет GetCourse. Копируем домен из адресной строки без дополнительных символов. Для того, чтобы получить ключ API, необходимо перейти по ссылке. Пример ссылки находится в нашей справке. Вместо «Ваш аккаунт» необходимо прописать доменное имя вашего GetCourse. В этом разделе вам необходимо скопировать ключ API и вставить его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля GetCourse для создания новой сделки. В эти поля вы можете назначить переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetCourse при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». После успешной отправки переходим в личный кабинет GetCourse и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных GetCourse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!